Самая токсичная черта каждого знака зодиака – темная сторона знаков зодиака. Что делает определенные астрологические знаки трудными в общении? Каждый астрологический знак обладает своими индивидуальными качествами. Некоторые из этих качеств определенно имеют положительный оттенок. Например, лунные дети, раки, невероятно заботливы, козероги известны своей трудоспособностью и целеустремленностью, а скорпионы славятся своей преданностью. Впрочем, за этими яркими характеристиками каждого знака скрывается и темная сторона. У каждого человека есть черты, которые могут быть восприняты окружающими как негативные, так как они составляют часть нашей личности. И у всех 12 знаков есть черты, которые могут делать их сложными в общении. Важно осознать эти аспекты и стремиться к их контролю или изменению. Токсичная черта, характерная для каждого знака зодиака. Овны. Овен, стоящий на пороге зодиакального круга, известен своей неугасимой энергией и стремлением к действию. Но когда эта энергия переполняет, он может проявить агрессию и импульсивность. Их наиболее проблемная черта – это склонность действовать под влиянием моментальных порывов. Это делает их, время от времени, похожими на эмоциональных бунтарей. Овны могут потерять внутреннее равновесие, становясь при этом раздражительными и даже вспыльчивыми. В общении они зачастую слишком настойчивы, что может привести к спорам. Овны склонны к спонтанным и порой неосмотрительным решениям, не осмысливая возможные последствия. Они выделяются доминированием, требовательностью и склонностью к импульсивным действиям. Это может делать межличностные отношения напряженными, особенно если овен слишком настаивает на своем и не учитывает мнение других. Важно, чтобы овны не стремились всегда доминировать и делать только то, что они хотят. Для улучшения этих аспектов своего характера овнам полезно развивать терпение и способность к активному слушанию. Важно направлять свою решимость и силу воли на уважение и учет интересов окружающих. Тельцы. Хотя тельцы известны как надежные собеседники, готовые обсудить любую тему, они также могут проявлять чрезмерный эгоизм и склонность к расточительству. Их наиболее вредная черта – это склонность к самоцентрированности, возникающая из-за высокой ценности, которую они придают комфорту и материальным благам. В худшем проявлении это стремление превращается в алчность, самолюбие и игнорирование потребностей других, что часто ведет к конфликтам с окружающими. Тельцы славятся своим твердым упорством и поиском стабильности. Однако, когда эти черты достигают экстремальных форм, они могут стать чрезмерно упрямыми и непоколебимыми в своих взглядах, что неизбежно приводит к разногласиям. Они подходят к жизни с материалистической точки зрения. Что же делать? Тельцам стоит быть открытыми к новым опытам и взглядам. Важно осознавать, что истинная безопасность не всегда связана с внешним блеском и материальными ценностями, а может проистекать из глубокого чувства личного достоинства и уверенности. Близнецы. Близнецы отличаются динамичностью и умением ловко адаптироваться к изменчивости жизненных обстоятельств. Но когда их внутренняя энергия теряет устойчивость, они сталкиваются с колебаниями и несогласованностью в действиях, что негативно сказывается на взаимоотношениях с другими. Присущая им склонность к отвлечениям и частая смена интересов могут создавать препятствия для осознанного завершения задач на протяжении продолжительного времени. Основная проблемная черта близнецов – это их чрезмерная откровенность и прямота. Будучи под защитой Меркурия, планеты коммуникаций, они стремятся к познанию и обсуждению разнообразных вопросов. Тем не менее, порой они могут быть слишком неосторожны в выражениях, случайно задевая чувства окружающих. Близнецам будет полезно научиться контролировать свою активность и направлять энергию в конструктивное русло. Рекомендуется стремиться к построению глубоких, значимых связей, учитывать эмоции близких людей. Раки. Рак является особенно чувствительным и заботливым знаком зодиака. Однако эти качества могут привести к тому, что в сложных обстоятельствах рак становится слишком эмоционален и теряет способность к логическому рассуждению. Часто раки склонны к печали и подвержены депрессивным состояниям. Постоянное возвращение к прошлому может способствовать формированию негативных поведенческих моделей и ограничениям. Рак особенно чувствителен к критике, что делает сложным ведение прямых и честных диалогов. Самой разрушительной чертой рака является способность манипулировать чувствами окружающих. Важно учиться контролировать эту сторону своей личности. Помните, что постоянное нахождение в унынии может привести к конфликтам с друзьями, партнером и членами семьи, к спорам, которые окружающие не желают терпеть. Для гармонизации этих характеристик ракам советуется уделить внимание управлению собственными эмоциями. Не позволяйте чувствам преобладать над разумом.
Учитесь с оптимизмом смотреть вперед и быть открытыми к новому, чтобы не оставаться в плену прошлого. Львы. Лев прославлен своей мощью, отвагой и обаянием. Часто его видят как веселого и общительного человека, однако в нем также присутствуют черты высокомерия, деспотизма и самоцентричности. Лев может игнорировать потребности и эмоции окружающих, не испытывая при этом чувства вины. Иногда он делает все возможное, чтобы оказаться в центре внимания, вызывая тем самым конфликты. Особенно разрушительным качеством льва является его нарциссизм и любовь к собственной персоне. Экстремальная самовлюбленность может обернуться постоянным и ненасытным стремлением к вниманию. Львам нравится быть под светом софитов, и они часто пользуются общественной любовью. Однако бывают случаи, когда львы стремятся привлечь внимание в неуместных ситуациях, и когда они не получают желаемого, могут устраивать драмы. Необходимо развивать смирение и уважение к окружающим. Важно осознать, что истинное лидерство заключается в служении другим, а не в доминировании. Дева. Дева отличается аналитическим складом ума и вниманием к мелочам, заданным звездами. Иногда это приводит к излишне критическому отношению к себе и окружающим, что негативно сказывается на отношениях с другими. Этот знак зодиака является прирожденным перфекционистом, что может привести к ненужному стрессу и разочарованию. К тому же Дева стремится контролировать обстоятельства любым способом, что ограничивает ее спонтанность и радость жизни. Наиболее разрушительная черта Девы – это привычка к чрезмерной критике. Будучи внимательными к деталям, Девы могут давать ценные советы, однако порой их советы переходят в нежелательную критику, которая может подавлять, а не мотивировать к действиям. Даже без намерения навредить, Дева может демотивировать близких, подавая сигнал, что их усилия никогда не будут оценены по достоинству. Кроме того, это качество ведет к желанию контролировать все стороны взаимоотношений, не оставляя места для свободы выражения мнений. Деве будет полезно осознать, что совершенства не существует и что ошибки – это часть процесса обучения. Важно уметь наслаждаться спонтанностью и радоваться маленьким радостям жизни. Весы. Весы по своей сути ищут гармонию и баланс. Однако, если они переусердствуют в этом стремлении, то могут стать нерешительными даже в мелочах. Они стараются избегать конфликтов любой ценой, что зачастую приводит к подавлению их собственных чувств и нужд. Весы чрезмерно зависят от мнений других при принятии решений. Наиболее вредная черта весов – их способность манипулировать людьми, стравливая их друг с другом. Весы не любят грязных дел и часто предпочитают передать решение проблем на других, избегая прямого столкновения с проблемами и недопониманиями, выбирая путь манипуляции конфликтами между друзьями. Для достижения баланса весам важно научиться ценить собственное мнение и проявлять отвагу в выражении собственных чувств и нужд. В конечном итоге, настоящая гармония и равновесие достигаются тогда, когда вы остаетесь верны себе и уважаете себя. Скорпионы. Скорпион отличается глубокой интенсивностью и страстью. Эти черты делают для него трудным отказ от собственных желаний или интересов. Скорпионы стремятся доминировать и сохранять преимущество, держа свои тайны под 7 замками. Это часто ведет к формированию нездоровых отношений, основанных на недоверии. Они склонны к мстительности и редко простят тех, кто их обидел. Наиболее разрушительная черта скорпионов – это манипулятивность. Они обладают навыком контроля над ситуацией из тени, что может быть полезным в профессиях, таких как менеджмент, маркетинг или психотерапия. Однако в токсичной форме скорпионы могут использовать других для достижения собственных целей, часто это происходит из желания избежать страданий. Особенно в любовных отношениях, но выражается через манипулирование. Скорпионам важно быть более открытыми в общении с людьми. Истинная сила заключается не в умении контролировать других, а в способности управлять своими собственными эмоциями. Стрельцы. Стрелец является наиболее оптимистичным знаком зодиака, славящимся своей страстью к приключениям. Но когда они слишком увлекаются этими чертами, они могут стать безответственными и ненадежными. Для стрельца важна свобода, и он может стремиться к ней, забывая о чувствах других. Это может привести к тому, что он избегает глубоких дискуссий или обязательств. Стрелец склонен видеть мир сквозь розовые очки, что мешает ему осознавать реальные проблемы. Особенно токсичной чертой стрельца является высокомерие. Они уверены в себе и не стесняются высказывать свое мнение, однако иногда это превышает границы дозволенного. Их высказывания могут быть острыми и необдуманными. Отсутствие самодисциплины иногда заставляет их вести себя незрело и небрежно. Стрельцу необходимо осознать, что независимость не исключает ответственность и обязательства перед другими.
Важно также учиться проявлять эмпатию и больше включаться в жизнь окружающих. Козероги. Козероги – это целеустремленные и крайне амбициозные люди. Их чрезмерная фокусировка на достижении цели иногда приводит к тому, что они игнорируют потребности и чувства тех, кто для них важен. Они склонны к пессимизму и цинизму, что может демотивировать их и окружающих, препятствуя развитию. Козероги консервативны и скептичны к изменениям, что может вести к стагнации. Они известны строгостью в критике, как в отношении себя, так и других. Особенно вредная черта козерогов – использование других ради собственных целей. Они могут несовестно пользоваться людьми, отбрасывая их, когда те становятся ненужными, без каких-либо угрызений совести. У козерогов глубокая тяга к власти, и они готовы сделать все для достижения своих амбиций. К сожалению, это иногда влечет за собой жертвы, которые они без колебаний приносят, используя других в своих интересах. Козерогам было бы полезно найти баланс между работой и личной жизнью. Важно научиться ценить не только значительные успехи, но и мелкие радости жизни. Осознание того, что быть открытым к новым идеям и изменениям не означает предательство своих мечт и принципов, может стать важным шагом в развитии. Водолеи. Водолей – независимый и неординарный знак зодиака. Обычно это его сильная сторона, но иногда такая независимость может отчуждать его от окружающих и приводить к изоляции. В такие моменты водолей может игнорировать потребности близких и отдаляться от друзей или семьи из страха перед эмоциональной близостью. Его чрезмерное неприятие общепринятых норм может стать преградой в понимании общественных ценностей. Водолеи известны своим упрямством и непоколебимостью в собственных убеждениях. Самая разрушительная черта водолея – отсутствие эмпатии. Будучи интеллектуально развитым знаком, водолеи ищут стимуляцию и новизну, нередко забывая про эмпатию к тем, кого оставляют за спиной. Часто они эмоционально недоступны, что может быть неочевидно из-за их умения поддерживать публичный образ, сильно отличающийся от настоящего. В итоге трудно понять истинные мотивы водолея и можно ли ему доверять. Важно помнить, что признание чужих взглядов не ограничивает вашу креативность и индивидуальность. Чувство принадлежности и близости имеет такое же значение, как и стремление к независимости. Рыбы. Рыбы по натуре чувствительны и обладают развитой интуицией. Однако они могут быть слишком эмоциональными и ранимыми. В определенных ситуациях им сложно противостоять критике и переживать стрессовые моменты. Они склонны избегать жестокой реальности, уходя в мир своих фантазий, где нет места повседневным проблемам и обязанностям. Иногда их чрезмерный альтруизм приводит к самопожертвованию, когда они помогают другим в ущерб собственным интересам. Наиболее вредной чертой рыб является скрытый нарциссизм. В отличие от льва, у рыб часто наблюдается стремление к самопожертвованию и комплекс мученика. Они готовы взять на себя избыточную эмоциональную нагрузку, только чтобы впоследствии испытывать обиду и постоянно напоминать об этом. Рыбам важно научиться смело сталкиваться с возлагаемыми на них задачами и обязанностями. Реалистичное отношение к жизни крайне важно для достижения благополучия и самореализации. Каждый знак проявляет уникальные черты, которые могут как способствовать личному росту, так и создавать препятствия. Понимая эти аспекты, люди могут стремиться к балансу своих сильных и слабых сторон, способствовать здоровым отношениям и достигать личностного роста. Важно для каждого знака признать свои менее желательные черты и работать над их улучшением, используя свои положительные качества для достижения лучших результатов в жизни и отношениях. Итак, вы нашли свой знак или своего близкого человека в этом списке. Вы согласны со сказанным? Делитесь в комментариях своим опытом. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.